Сегодня приготовим рецепт из простых продуктов. Куриные сердечки по этому рецепту получаются мягкие и нежные, а соус великолепно дополняет рецепт. Сохраните, чтобы в нужный момент очень быстро его найти, а полный список продуктов оставила для вас в описании под видео. Для этого рецепта взяла 800 грамм куриных сердечек. Они пока не очищены. Первым делом заливаю их холодной водой и оставляю отдыхать примерно на 1 час. Это помогает убрать все лишнее. А как вы обычно подготавливаете сердечки к таким блюдам? Считаете ли вы нужным замачивать их заранее или сразу приступаете к чистке? Поделитесь об этом в комментариях. Спустя время удаляю верхнюю часть с сосудами, разрезаю сердечко напополам и вычищаю все лишнее внутри. После такой обработки снова промываю их через дуршлаг и даю воде полностью стечь. В итоге веса получается меньше. На разогретую сковородку наливаю немного растительного масла и высыпаю подготовленные половинки. Огонь держу выше среднего. Готовлю их всего пару минут, постоянно помешивая. Затем перекладываю их в отдельную миску и отставляю в сторону. Лук нарезаю длинными полосочками. Снова наливаю масло на сковороду. И отправляю туда лук. Обжариваю его до легкой прозрачности и полуготовности. Огонь делаю средним, чтобы лук отдавал свой аромат постепенно. Пока лук доходит до нужной консистенции, я беру морковь. Сегодня использую корейскую терку, чтобы получить длинную соломку. Конечно, нарезка может быть любой, хоть на обычной терке, хоть кубиком. Лук уже стал мягким, значит пора засыпать морковь. Продолжаем готовить на среднем огне, и вот тут я добавляю кусочек сливочного масла жирностью 82%. Сюда же отправляю 2 или 3 зубчика чеснока, которые предварительно пропустила через пресс. Как вы считаете, стоит ли добавлять чеснок в такие блюда? Пишите ваше мнение под видео. Настало время вернуть наши сердечки на сковородку к овощам. Все перемешиваю, чтобы соки объединились. Высыпаю буквально 1 столовую ложку муки. Тщательно перемешиваю, чтобы мука распределилась в сковороде. Это даст нам нужную густоту соуса в будущем. Следом идет сметана. У меня 20% и 1 столовая ложка с горкой томатной пасты. Добавляем копченую паприку и соль. Копченая паприка – это вообще находка для курицы. Она дает легкий оттенок дымка. Если у вас есть свои любимые специи, например, кориандр или смесь перцев, смело добавляйте их здесь. Кстати, если вы любите такие простые вкусные рецепты, то загляните в описание. Там есть ссылки на другие подборки рецептов. Доливаю немного теплой воды. Количество регулируйте сами, в зависимости от того, насколько много соуса вы любите в своей тарелке. Накрываю все это великолепие крышкой и отставляю тушиться буквально на 10 минут. Конечно, самый главный дегустатор – это вы. Если через минут 10-15 вы посчитаете, что куриные сердечки еще недостаточно мягкие, то просто подержите их под крышкой еще 5 минут на медленном огне. Лично для меня этого времени вполне достаточно, чтобы получить вкусный результат. Получается потрясающее блюдо, которое выглядит очень аппетитно. На гарнир к таким сердечкам подойдет и рассыпчатый рис, и гречка, да вообще любая крупа. Сегодня приготовила картофельное пюре. Делаю ложкой небольшое углубление в центре пюре, чтобы густой соус не стекал наружу, а оставался внутри этой импровизированной чаши. Выкладываю куриные сердечки в соусе. Это очень вкусно и просто. Поставьте лайк этому видео, чтобы помочь тем, кто еще не видел этот рецепт, найти его в ленте. Заглядывайте на мой канал чаще. Здесь еще найдется что-то интересное для вашего стола. Спасибо вам за теплую поддержку и добрые слова, которые вы пишете в комментариях. Это очень вдохновляет снимать дальше. Приятного аппетита и до встречи в новых видео.